Приветствую тебя, дорогой друг. Я думаю, что ты был немного удивлен, когда увидел в одном предложении слова Nintendo и бесплатно. Ведь легче выиграть джекпот в казино, чем дождаться от Nintendo халявы. Но на Switch есть бесплатные фри-то-плей проекты, поэтому мы сегодня посмотрим на них и посмотрим, как в них играется именно на Switch. Это такие проекты, как Fortnite, Warface, танки и прочие. Ну а чтобы ты не пропускал новые видео, скидки на игры, интересные фильмы и сериалы, то подписывайся на наши социальные сети, а большей благодарностью для меня будет подписка на канал. И начать бы я хотел с игры Fortnite, которая завоевала рынок мобильных устройств, больших консолей и ПК. Честно признаюсь, но я не сторонник мобильного гейминга. Мне банально неудобно играть на сенсорном экране, и я не получаю никакого от этого удовольствия. А единственная игра, которую я признаю на телефоне, это шахматы. Что касается Fortnite, версия игры для приставки портирована с больших консолей, поэтому тут больше эффектов, сочнее картинка, стабильная скорость кадров, да и в целом играется очень комфортно и приятно. Но я бы хотел добавить ложку дегтя и уточнить два момента. Первый — это то, что для всех условно бесплатных игр нужна подписка на онлайн-сервис Nintendo. Сейчас этим никого не удивишь, прошли уже те времена, когда на PlayStation 3 можно было играть в онлайне бесплатно. Эх, хорошее было время. Второй момент связан с доступом в интернет. Switch может подключаться только по Wi-Fi. Конечно, можно раздавать интернет через точку доступа, но все это влияет на пинг в игре, поэтому имейте в виду, что комфортнее играть будет там, где есть стабильный Wi-Fi. Если мы будем сравнивать игру на телефонах и Switch, то, конечно, в данном случае побеждает Switch, как по графике, так и по удобству использования. Мой старенький S10s с большим трудом запускает Fortnite, при этом съедает 1% батареи за 1 минуту. Таким образом, телефон разряжается меньше, чем за 2 часа. К тому же, намного выгоднее для этих целей взять бэушную версию Switch Lite, чем покупать хороший телефон. А подписка на онлайн от Nintendo, которую можно сейчас купить, по-моему, за 116 рублей в месяц при годовой оплате, даст еще дополнительные плюшки в виде бесплатных ретро-игр, а также Тетриса и Марио в жанре королевской битвы. Да-да, Nintendo идет в ногу со временем. Следующая игра Warface. Я поиграл немного, но в целом могу сказать, что порт игры достаточно посредственный. Знаете, можно сразу легко понять, запускали ли игру после разработки на приставке или нет. Просто посмотрите на оптимизацию шрифтов. Порой они очень мелкие и фиг что в них разглядишь в портативе. Как была игра на ПК, так и засунули ее на Switch, порезав там, где можно было. Кстати, об обрезании. Графики немного мыльная, но в целом терпимо. И скорость кадров не пропадает. Круто, что можно использовать гироскоп для прицеливания. Rocket League. Я очень удивился, что эта игра числится как бесплатная, потому что раньше ее продавали за деньги. Видимо, разработчики решили заработать деньжа и переделать концепцию. Но играется просто восхитительно. Я сыграл пару матчей и меня прям затянуло. Качество графики на уровне, пинг не проседает, стабильная скорость кадров и каких-то навязчивых предложений купить что-либо за реальные деньги в игре я даже и не встретил. Поэтому отличная игра за свои бесплатные деньги. А следующая на очереди World of Tanks Blitz. В игре схожая ситуация, что и с Warface. Игру просто взяли и перенесли на Switch и даже не беспокоились об удобстве пользования с точки зрения интерфейса. Некоторые надписи можно увидеть только с лупой, при этом встречаются еще баги. Если отбросить мои замечания по поводу интерфейса и юзабилити, то играется хорошо, на 4, даже гироскоп работает. Asphalt 9 Legends. К моему удивлению, игра замечательно работает на Switch, даже лучше, чем недавно вышедший NFS Hot Pursuit. Тут и график поинтереснее, отлично сделаны шрифты, их удобно читать, да и на трассах заранее обозначает поворот стрелками. Понятное дело, что это free-to-play, где за быстрые результаты нужно платить денежку. Но честно говоря, для 10-минутных сессий после работы, чтобы расслабиться, я в такую игру поиграл точно. Да и думаю, что оставлю ее у себя на консоли, чтобы играть в дальнейшем. Если бы я не знал, что эта игра имеет свои корни на мобильных устройствах, а играл я в нее еще в Asphalt 3 на Motorola в школе, то подумал бы, что ее специально сделали для Switch. Отличная игра, а главное бесплатная. Warframe, к сожалению, играется даже хуже, чем Warface. Графику настолько сильно ужали, что мало что различишь. К тому же проседает скорость кадров, ну и по традиции интерфейсы ужасные. Играть дольше 5 минут в это было невозможно. Ниньяла, малоизвестная игра на просторах русскоязычного гейминга. Однако эту игру специально разрабатывали для Nintendo Switch. Здесь вы найдете и приятную глазу графику в стиле современных 3D мультфильмов, интересную систему боя. Вы играете за ниндзей, как вы уже догадались из названия, и сражаетесь друг друга. К тому же игра не тормозит, пинг игры хороший. Единственный минус то, что она на английском, но при этом каких-то особых знаний это не требует. Главное от незнания не потратить все деньги на какие-либо ненужные шмотки. В общем, рекомендую. А следующая игра на очереди это Genshin Impact, который вот уже как год обещает выпустить на Switch. Многие уже в нее наигрались, но по факту релиза все нет и нет, поэтому ждем и пишем в комментариях под видео с трейлером к игре наши добрые пожелания для скорейшего выхода игры. Ну и бонусом я бы хотел рассказать о такой игре как Tetris Online. Так или иначе у вас будет подписка на онлайн-сервис Nintendo. Абсолютно бесплатно Nintendo дает нам возможность поиграть в Tetris в жанре
королевской битвы. Хоть это и звучит странно, но все же в него я играл с превеликим удовольствием, чем в игры, которые я называл выше. Сразу скажу, что занять первое место в этой королевской битве мне не удавалось, потому что всегда найдется азиат, который успешнее тебя. Они играют так, будто у них 10 труб, и побить их в конце ну просто нереально. Суть в игре проста. Когда ты убираешь свои ряды, то это количество рядов переходит твоим противникам. И если они в течение нескольких секунд не проделают то же самое, то эти ряды добавляются к ним в башню. Можно выбирать различную тактику, например, в случайном порядке наносить вред разным соперникам, либо нокаутировать тех, у кого и так все плохо. В общем, рекомендую. Кстати, вы сможете успеть до 31 марта поиграть в Марио, который, я думаю, все помнят еще со времен пиратской приставки Dendy. Игра была выпущена к 35-летнему юбилею Марио, и принцип игры аналогичен с Тетрисом. Это модная королевская битва. По итогу мы имеем несколько действительно хороших условно-бесплатных игр, в которые можно сыграть в перерывах между серьезными проектами, хоть и для этого нужно купить подписку. Я рассказал не про все бесплатные игры, поэтому пишите в комментариях, а в какие фри-то-плей проекты на свитче играете именно вы. До новых встреч и всего самого наилучшего вам!